Сегодня покажу вам сразу два рецепта пирогов на сковороде, которые буквально спасают, когда хочется чего-то вкусненького, а времени в обрез. Знаете, как это бывает? Проснулась утром, а на завтрак хочется не просто бутерброд, а что-то особенное. Начинаем с первого рецепта. Без духовки, без миксера, только сковорода и ваши золотые ручки. Итак, берем яблоки. Я выбираю обычно кисло-сладкие сорта. Они дают тот самый баланс вкуса, который делает пирог особенным. У приготовленных яблок аккуратно удаляем плодоножку и сердцевину. Нарезаем яблоки не слишком тонко, но и не толсто. И вот тут маленький секрет. Поливаем их лимонным соком. А как вы думаете, для чего это нужно? Напишите об этом в комментариях. Разбиваем яйцо в миску, добавляем ванильный сахар, обычный сахар тоже добавляем. Кстати, список всех продуктов вы можете найти в описании под этим видео. И сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Добавляем растительное масло без запаха. Оно сделает тесто мягким и нежным. Молоко вливаем постепенно, помешивая. Теперь муку. Я ее обязательно просеиваю, это насыщает кислородом и делает выпечку более воздушной. Смешиваем муку с разрыхлителем. Это важный момент, не пропускайте его. Соединяем жидкие и сухие компоненты и обратите внимание, никакого миксера. Просто венчиком перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться без комочков. Сковороду беру диаметром 24 см, можно и больше, но тогда пирог будет тоньше. Смазываем сливочным маслом щедро. Не жалейте, это основа вкусной корочки. Насыпаем на дно немного сахара. Это даст нам ту самую сладкую карамельную корочку, которая делает пирог особенным. Выкладываем яблоки равномерно по всей поверхности. Смотрите, как красиво получается. А аромат уже начинает распространяться по кухне. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые рецепты. Наливаем тесто поверх яблок. Огонь при этом средний или чуть ниже среднего. Это очень важно. Если сделать сильный огонь, низ подгорит, а верх останется сырым. Накрываем крышкой и готовим. У меня обычно уходит минут 10-15. Но время может варьироваться в зависимости от вашей плиты и толщины пирога. Как понять, что пора переворачивать? Аккуратно приподнимите край лопаткой, низ должен быть золотистым и легко отходить от сковороды. Переворачиваем и доготавливаем еще минут 5 с другой стороны. И вот он, наш пирог готов. Никакой духовки, никаких специальных приспособлений, просто сковорода и немного терпения. А что еще можно приготовить с яблоками? У меня на канале еще много рецептов шарлотки с яблоками и вкусных легких пирогов. Они ждут вас в заставках к этому видео и в описании. Переходим ко второму рецепту. Он настоящая находка для тех, кто ценит гармонию вкуса и простые рецепты с впечатляющим результатом. Начинаем с яблока. Тщательно мою под проточной водой, можно даже с мягкой щеткой. Удаляю сердцевину и плодоножку. Нарезаю небольшими кубиками. Знаете, яблоко такой простой продукт, но именно оно часто становится началом большого приключения в мире вкусов. В миску разбиваю одно яйцо, лучше комнатной температуры, так оно лучше соединится с другими ингредиентами. Добавляю 2 столовые ложки сахара, ванильный сахар для аромата и щепотку соли для баланса вкуса. Это основа нашего будущего пирога, мягкого, ароматного, с приятной ноткой сладости. Взбиваю венчиком до легкой пены, не нужно усердствовать, просто до однородности. Добавляю 100 граммов йогурта, можно взять любой, какой есть дома, без наполнителей главное. И 1-2 столовые ложки растительного масла без запаха. Все хорошо перемешиваю. Мы готовим основу теста, которое подарит мягкость и правильную текстуру нашему пирогу. Постепенно высыпаю просеянную муку. Смотрите по консистенции, может понадобиться чуть больше или меньше. Это зависит от размера яйца и густоты йогурта. Добавляю чайную ложку разрыхлителя. Он сделает пирог воздушным и пышным. Все аккуратно перемешиваю, стараясь не переусердствовать. Тесто должно получиться как густая сметана. Не слишком жидкое, но и не крутое. Яблоки отправляю в тесто и аккуратно перемешиваю силиконовой лопаткой. Получается однородная нежная консистенция с равномерно распределенными кусочками яблок. Разогреваю сковороду диаметром 24 см на среднем огне.
Добавляю кусочек сливочного масла. Вливаю тесто в центр сковороды и равномерно распределяю лопаткой. Смотрите, как красиво ложится тесто, как аппетитно выглядят кусочки яблок. Теперь самое важное. Ставлю на минимальный огонь и накрываю крышкой. Готовлю около 30 минут. Многие делают ошибку, увеличивая огонь, чтобы ускорить процесс. Но тогда пирог подгорит снизу и останется сырым внутри. Проверяю готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Протыкиваю в нескольких местах, и если она выходит сухой, значит все отлично. Если на шпажке остается сырое тесто, даю еще несколько минут. Теперь самый ответственный момент – переворачивание. Смазываю верхушку пирога растительным маслом. Это поможет ему не прилипнуть к тарелке. Накрываю большой плоской тарелкой и переворачиваю. Возвращаю пирог в сковороду уже другой стороной вниз. Снова накрываю крышкой и готовлю еще 5-7 минут. Это даст красивую корочку с двух сторон. Снова переворачиваю при помощи тарелки. Даю ему пару минут остыть и щедро присыпаю сахарной пудрой. А сверху добавляю немного ягодной поливки. Можно взять любую, какая есть дома. Или мед. Посмотрите, какая красота получилась. Это уже не просто пирог, а настоящий вкусовой праздник, который легко украсит и обычный день, и особенный случай. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте лайк. Это очень помогает каналу развиваться. И делитесь моими рецептами с друзьями, пусть и они порадуют своих близких вкусными десертами. А еще напишите в комментариях, какой пирог в вашей семье любят больше. С яблоками или может быть со сливами. Кстати, по этому же принципу можно готовить и сливовый пирог, получается не менее вкусно. Вот так просто и быстро мы приготовили два замечательных пирога. Один с карамельной корочкой и ярким вкусом, второй нежный и воздушный. Оба готовятся на сковороде, оба не требуют особых навыков или дорогих продуктов. Эти рецепты выручают меня уже не первый год. Попробуйте обязательно оба варианта и решите, какой вам больше по душе. А может быть, у вас есть свои секреты приготовления пирогов на сковороде? Поделитесь в комментариях. Приятного аппетита и до встречи в следующих видео.